Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это третья часть видео мастер-класса «Кот Матроскин». Вяжем ножки. Берем плюшевую пряжу в цвет стоп, основной крючок. На этот раз вот эту вот часть я буду вязать белым цветом. И набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 7 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 7 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд четвертый. Этот ряд мы будем вязать за задние стеночки петель. Провяжем так 21 столбик без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд пятый. Этот ряд вяжем как обычно за обе стеночки петель. Вяжем без изменения 21 столбик без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд шестой. В начале этого ряда вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем 5 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки и повторим так 5 раз. Пятая убавка. До конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 16. Следующий ряд, седьмой. В этом ряду в начале ряда вяжем 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем 4 убавки подряд. До конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Последний, четвертый столбик не довязываем до конца, на нем мы перейдем к серому цвету. Итак, берем пряжу серого цвета, довяжем четвертый столбик без накида. Отмечаем новый ряд. Следующие 3 ряда вяжем без изменения с 8 по 10 включительно. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Кстати, в предыдущем ряду у нас должно получиться 12 петель. И, соответственно, следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Белого цвета пряжу отрезаем, завязываем на узелочки и прячем вовнутрь ножки. Провязали последний столбик 10 ряда, не довязываем до конца, на нем перейдем к бирюзовому цвету. Довязали, новый ряд отметили, следующий ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида.
Провязали, вытянем слегка петлю и наполним ножку наполнителем. Далее всю игрушку будем наполнять достаточно плотно, но в то же время нужно будет соблюдать меру, чтобы игрушка не получилась каменной и тяжелой. Продолжаем вязание. Следующий ряд по счету 12. В этом ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Петлю вытягиваем, рабочую нить отрезаем. Первая ножка готова, вторую ножку вяжем точно так же, только рабочую нить не отрезаем. Маркер первой ножки оставляем, он так и будет продолжать отмечать новые ряды вязания, а для вязания второй ножки используйте другой маркер. Итак, вот она вторая ножка. По второй ножке в 12 ряду вяжем не 5 столбиков без накида, а 10. 5 провязано, провяжем еще 5. Шестой столбик без накида, 7, 8, 9 и 10 столбик без накида. Далее вяжем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, подхватываем петлю первой ножки, подтягиваем, протягиваем эти петельки сквозь друг друга. И теперь по первой ножке вяжем 7 столбиков без накида. Вяжем до маркера первой ножки. Маркер второй ножки можно будет снять, он нам больше не понадобится. Итак, довязали мы с вами 12 ряд, следующий ряд по счету 13. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида, далее вяжем 2 прибавки подряд, первая прибавка, вторая прибавка, далее вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. Вот этот хвостик фиксируем узелочком на задней стеночке петелечки, любой подходящей, и прячем вовнутрь ножки. Далее смотрим, чтобы здесь у нас ничего не скрутилось. Заводим крючок в месте соединения цепочки с ножкой, протягиваем рабочую нить. Далее подхватываем, уже будем вязать по цепочке, подхватываем стеночку петли, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее по цепочке подхватываем следующую петелечку следующей петли, вяжем столбик без накида. Далее подхватываем стеночку 3 петли, протягиваем рабочую нить, заводим крючок в месте соединения цепочки, то есть в месте подъема цепочки, заводим крючок, протягиваем рабочую нить, на крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это все мы сделали для того, чтобы при заполнении игрушки наполнителем в этих местах не образовались лишние ненужные отверстия. Итак, продолжаем наше вязание. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. 2 прибавки подряд. Первая прибавка. Вторая прибавка. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 8 столбик без накида. Далее вяжем по цепочке, вяжем
за передние стеночки, которые у нас остались не задействованными в вязании. Вяжем первый столбик без накида. Второй столбик без накида. И третий столбик без накида провязали по цепочке. Далее вяжем по ножке до маркера 7 столбиков без накида. На этом этапе можно слегка вот так вот натянуть вязание и посмотреть, ровненько ли расположены ножки. Если у кого-то ножка смотрит в ту или иную сторону как-то неравномерно, то тогда самостоятельно перевяжите, рассчитайте петли в 12 ряду и возвращайтесь к вязанию. Не пугайтесь этого, так как при вязании плюшевой пряжи такое возможно. У нас у всех с вами у кого-то совпадает мое натяжение рабочей нити, у кого-то нет. Кто-то вяжет слабо, кто-то вяжет очень плотно. Поэтому такой недостаток случается при вязании плюшевой пряжи. Этого бояться не надо, просто самостоятельно рассчитайте петли. Это сделать несложно. Думаю, справитесь. Так, это мы с вами провязали 13 ряд. В этом ряду у нас должно получиться 34 петли. Следующий ряд 14. Будем переходить к серому цвету. Это значит, распустим последнюю петлю 13 ряда, слегка ее распустим и довяжем серым цветом. Довязали. Бирюзового цвета пряжу не отрезаем. Следующий ряд 14. В начале ряда провяжем 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 23, 24. Далее вяжем одну прибавку. Один столбик без накида. Одну прибавку. До конца ряда вяжем 7 столбиков без накида. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующие два ряда вяжем без изменения. Это 15 и 16 ряды. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Последний столбик 16 ряда не довязываем до конца. На нем мы перейдем к бирюзовому цвету пряжи. Провязали, новый ряд отметили, и все-таки последний столбик без накида 16 ряда довязываем до конца. Переходить к бирюзовому цвету пряжи мы будем на первом столбике следующего ряда. Следующий ряд у нас по счету 17. Вяжем первый столбик, подхватываем пряжу бирюзового цвета и довязываем его. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы переходы цветов так и оставались сбоку игрушки, чтобы они не переходили на фронтальную часть котика. Итак, следующий ряд мы вяжем без изменения 36 столбиков без накида. Первый столбик мы уже провязали. До конца ряда вяжем еще 35 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд по счету 18. В этом ряду будем ввязывать хвостик. Для начала провяжем 8 столбиков без накида. 2, 3 и 8. Далее берем хвостик, прикладываем к туловищу той стороной, там где переходы цветов, чтобы она не была на лицевой стороне, чтобы лицевая сторона была у нас вот такая вот красивенькая.
И провязываем хвостик вместе с туловищем 3 столбиками без накида. Один столбик без накида, второй и третий. Далее до конца ряда вяжем 25 столбиков без накида. Провязали следующий ряд по счету 19, вяжем его без изменения 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда будем вязать без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. С 20 по 22 ряд включительно. На первом столбике 20 ряда мы перейдем к серому цвету. Итак, первый столбик без накида 20 ряда не довязываем до конца, подхватываем пряжу серого цвета и довязали его. И далее уже продолжаем вязание серым цветом. Вяжем 3 ряда без изменения. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд по счету 23. В этом ряду будем вязать такую комбинацию: 4 столбика без накида плюс 1 убавка. Но для начала мы перейдем к бирюзовому цвету. То есть вяжем, не довязывая, первый столбик без накида, подхватываем пряжу бирюзового цвета и довязали. Вяжем второй столбик без накида, третий, четвертый и 1 убавку. Вяжем 2 петли вместе за передние стеночки. Повторяем такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. 24 и 25 ряды. Провязали, новый ряд отметили маркером. Следующие 2 ряда также будем вязать без изменения, но только уже серым цветом. Для начала провяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем второй столбик, не довязываем его до конца. Подхватываем пряжу серого цвета и довязали. И продолжаем наше вязание. Вяжем 26 и 27 ряд. Вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд 28. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 убавка. Так мы повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили маркером. Следующий ряд 29. В этом ряду будем вязывать ручки. Для начала в 29 ряду вяжем 1 столбик без накида, его мы не довязываем до конца, переходим к бирюзовому цвету. Далее берем одну ручку, там где переходы цветов, прикладываем этой частью к туловищу, так чтобы переходы цветов смотрели на внутреннюю сторону, и провяжем ручку и туловище вместе 4 столбиками без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. Далее вяжем 1 столбик без накида, 1
убавка, 1 столбик без накида, 1 убавка, 1 столбик без накида. Берем вторую ручку, также переходами цветов прикладываем к туловищу и провязываем вместе с туловищем 4 столбиками без накида. 1, 4. До конца ряда вяжем 4 убавки подряд. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 18. Итак, провязали мы с вами 29 ряд. В этом ряду мы ввязали ручки и сделали 6 убавочек. Итоговое количество петель в этом ряду получилось 18. Вытянем слегка петлю и наполним игрушку наполнителем. Напоминаю, наполняем достаточно плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка не получилась каменной и тяжелой. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 4-ю часть видео мастер-класса Кот Матроскин. Всем спасибо большое за вязание. Вместе со мной всем пока-пока!